Всем привет! С вами Алла. Давайте посмотрим, какой женщине вы очень нравитесь. Вот какая женщина на вас запала. Это будет первый вариант, а эта колода будет второй вариант. Если не можете определиться, посмотрите два варианта. Итак, сигнификатор первого варианта. Аркан Иерофант. Да, есть такая барышня. Если описывать по характеру, женщина спокойная, неспешная, не тараторящая, такая, даже можно сказать, вдумчивая и по темпераменту может быть флегматик, даже может быть меланхолик. Очень такая рассудительная, сдержанная. С этой женщиной, кстати, у вас могут быть очень приятельские и хорошие отношения. Такая она, знаете, вот может выслушать вас. Может даже дать какой-то отдельный совет. У кого-то это может отыграться ваша коллега. У кого-то может отыграться ваша соседка. Какая-то приятельница, хорошая знакомая, с которой вы иногда где-то в общих компаниях можете пересекаться. Ну, очень такая, знаете, вот хорошая, хочется сказать, женщина. Какая-то она такая вот порядочная, от нее веет какой-то порядочностью, умом, саморазвитием. Эта женщина может ходить на различного рода курсы личностного роста, психологии, астрологии, таро. В общем, это человек, который постоянно чему-то учится. Смотрите, по отношению к вам, здесь, безусловно, есть симпатия к вам как мужчине. Говорила ли она вам про свои чувства? Знаете ли вы про это? И да, и нет. Вы знаете, такое ощущение, что здесь женщина могла вам как-то намекать. Ну, типа, повезет же кому-то с тобой. Или вот бы мне такого мужчину. Ну, вот в таком формате, знаете. Она здесь какая-то очень правильная для того, чтобы как-то там вешаться прямо на вас. Есть женщины, которая очень активная, очень инициативная, которые сами там на свидание пригласят и сами в любви признаются, либо там в своих страстях признаются. Это нет. Это скорее будет вас завоевывать, знаете как? Скорее через помощь вам, скорее через дружбу. Типа, она может расспрашивать, как ваши дела, помогать вам каким-то советом. Вполне возможно, что вы даже рассказываете про каких-то своих женщин, про какую-то свою там личную жизнь. Если вы женаты, то она знает все ваши перипетии в личных отношениях с вашей женой. В общем, здесь женщина, которая, она много чего о вас знает. И, кстати, вас это может даже останавливать. Потому что, когда женщина о тебе слишком много всего знает, ну, как бы ты себя чувствуешь очень уязвимым. Потому что, когда эта
женщина, с которой ты встречаешься, ты пытаешься там как-то быть лучше, чем ты есть на самом деле. И эта женщина может много чего о тебе не знать. Но когда это твоя приятельница, ну как бы ты же не особо там пытаешься как там перья распускать, как фазан, да? И как бы ты часто рассказываешь, как оно есть на самом деле. Ну и, конечно же, твоя приятельница, она может очень много чего о тебе знать, не очень такого хорошего. Без прикрас. Поэтому кого-то из вас, вот если у вас отыгрывается этот общий расклад, даже это может смущать. Что, может быть, я бы хотел с тобой отношения, но я тебе слишком много всего наболтал. А женщину, кстати, это абсолютно не смущает. То, что она много чего о вас может знать. Вы знаете, она, кстати, и не собиралась бы вами манипулировать. Здесь человеку это как бы и не нужно. Ну, типа, ну, зная твои скелеты в шкафу, и что? Ну, и зачем мне тобой манипулировать? Знаете, ребят, здесь вот если это ваша реальная история, то здесь реально очень классная женщина. И если у вас были мысли по поводу нее, то тут точно стоит рассматривать ее в качестве партнерши для жизни. Здесь человек, который не будет вами манипулировать. Здесь человек, который действительно искренне к вам относится, и человек с открытым сердцем. Здесь вы можете очень давно общаться, давно дружить. Ну, она вас для себя считает близким человеком, то есть не просто какой-то приятель, а вы для нее больше, чем приятель. Вы для нее здесь вот реально какой-то близкий человек, в которого она еще и влюблена. Поэтому, единички, тут очень хороший вариант. Если общий расклад с вами срезонировал, и эта женщина действительно есть в вашей жизни, то тут ее нужно рассматривать, потому что как бы здесь очень хороший человек, который к вам реально относится с любовью. Так что, единички, вот такой ваш вариант. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Напоминаю, что это был общий расклад. Вы можете ко мне обратиться за личным гаданием. Мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Так, двоечки. А тут сигнификатор сразу королева мечей. Темноволосая женщина. Темный цвет глаз, высокая, стройная. Такая, знаете, замкнутая. Я бы даже сказала, холодная в проявлениях эмоциональных. Очень сдержанная, может быть, даже закомплексованная немножко. Здесь работа, ребят. Здесь эта женщина как-то касается вашей работы. Может быть, это какой-то проект совместный, на котором вы работаете. Может быть, кто-то кому-то является клиентом, или вы работаете вместе. Здесь женщина как-то достаточно давно и долго к вам присматривается. Тут такая, знаете, страсти ею не управляют. Здесь она очень долго вас рассматривала, какой вы,
наблюдала за вами, как вы относитесь вот к другим женщинам, как вы себя ведете по отношению к другим женщинам. Здесь явно не молоденькая девушка, здесь женщина такая, даже может быть за 40. Здесь женщина, которой очень важны человеческие отношения. Насколько вы умеете уважать, насколько вы хотите отношений для души, для перспективы. Тут не интересны какие-то интрижки, абсолютно. Здесь такая серьезная дама. Такая, знаете, хочется сказать, прожженная жизнью, ну, в хорошем смысле. Очень опытная. Здесь много было боли в ее жизни, поэтому у нее нет цели, лишь бы с кем-то быть в отношениях. Здесь человек, который ищет себе, давайте я так выражусь, родственную душу. Здесь нет цели прям выйти замуж, или там родить детей, или там что скажут люди. Вот такого здесь нет. Здесь главное, чтобы вот совпадали ценности с ней, жизненные. В принципе, у человека тут все есть. Ей не нужен мужчина, знаете, там, чтобы что-то кому-то доказывать, там, набивать себе какие-то баллы в глазах окружающих. Деньги ей тут чужие, как говорится, не нужны. Она может хорошо сама зарабатывать. Во втором варианте очень самодостаточная женщина. Ну, такая, типа, у меня все есть. И мужчина здесь нужен не от недостачи, а от переизбытка. Недостача – это когда вы входите в отношения, потому что вам чего-то не хватает. Денег, внимания, заботы, любви, ресурсов. А от избытка, ребят, это когда у вас и так все есть. Вам и так классно живется. Но вам хочется рядом с собой иметь человека, с которым можно делить свою жизнь, радость, интересы свои, быт. Ну, вот вы понимаете, что вот вам хочется человека, с которым можно делиться эмоциями, своей жизнью. Вот почему я говорю, что во втором варианте здесь взрослая женщина, потому что здесь очень такая самодостаточная энергетика у человека. Да, здесь исключительно интересует только партнер для жизни. То есть тут вообще другие варианты даже ей не рассматриваются. Знаете, с одной стороны, она вроде бы как такая очень сдержанная, а с другой стороны, она спокойно может вам сказать в лоб. Типа, ты знаешь, ты мне нравишься. Пригласи меня там куда-то. Здесь никуда не будут спешить. Здесь человек, который мыслит очень мудро. Ну, типа, если ты мой человек, куда ты от меня денешься? Здесь могли быть с ее стороны разговоры по поводу того, что вы ей симпатичны. Могли быть. У кого-то даже эти отношения уже есть. То есть уже вы в этих отношениях. Просто женщина здесь, она никуда не спешит. Здесь человек, который, знаете, вот, ну, я вижу, что ты мне нравишься, я вижу, что ты мне подходишь. Я спокойно могу тебе сказать про то, что ты мне интересен. И я никуда не буду спешить,
потому что вся жизнь впереди, и неважно, сколько тебе лет. Такая тут позитивная барышня. Ребят, тут очень хорошие, кстати, перспективы. Если вы тут тоже взрослый мужчина, который ищет полноценное отношение для перспективы, а не просто какой-то легкий там флирт, то здесь очень классная перспектива для семьи. Любовник ей тут не нужен. Какие-то приключения на одно место ей тут не нужны. Человек, который четко знает, чего он хочет. И вы ей здесь действительно интересны и симпатичны. При этом тут нет никаких страстей. То есть тут человек понимает, что ты мне интересен, я хочу с тобой отношений. Все. Американских горок здесь нет. Здесь все предельно четко и ясно. Очень даже прикольно барышня. Так что, двоечки, кто себя узнал в этом общем раскладе, здесь все шансы эти отношения вывести на очень даже серьезный и достойный уровень. Кому расклад понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что это общий расклад. Для тех, кто хочет заказать у меня личный расклад, мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram, и я в переписке расскажу, сколько это стоит и что нужно для личного гадания. На этом всем пока.